Давайте уже покончим с этим и выясним, какой же язык действительно самый невероятно быстрый язык на свете. Сегодня у нас будут C, C-Sharp, Swift, Zig, Go и Rust. И хотя мы уже знаем, какой язык скорее всего победит, но нам нужно проверить, какой же из них на самом деле Blazing. Вот смотрите, это Zig. Вы попросили вернуть Zig, и я его вернул. Но у нас уже был Zig, и в прошлый раз он проиграл Rust в миллиард раз. Ну, давайте посмотрим, вдруг в этот раз он откроет второе дыхание и всех победит. Вдруг его новая версия компилятора стала более блейзинговой. Надо выяснять. Вот смотрите, функция rsum. Это точно такая же функция, как и во всех других языках программирования. Вот мы заводим аккумулятор, мы бежим по всем элементам массива и добавляем их в аккумулятор и возвращаем аккумулятор. Звучит быстро? Да, это быстро. Но, тем не менее, вы видите, здесь есть закомментированный код. Что же тут видно? Тут у нас есть вектор. Вот смотрите, мы можем таким образом объявить тип vec4. Это будет вектор из 4 элементов i32. Мы заводим 2 аккумулятора под каждый из этих векторов. Бежим по массиву шагом 8 и просто аккумулируем. Каждый раз складываем вектора. Это будет векторное сложение, это будет SIMD, и это будет быстро. Ну и, соответственно, так же, как и принято во всех симдах, дальше мы делаем горизонтальное сложение и бла-бла-бла, добиваем остатки. Окей. Но, как я выяснил, вот эта штука работает точно так же быстро, как и вот это. Видимо, компилятор Zig делает под капотом все, что нужно. Соответственно, вот эту фигню мы сейчас с вами удаляем, тогда раз уж она не нужна и закомментирована. Ну и удаляем вот этот тип. Окей. Ну и самый сок, это вот эта функция параллель сум. Смотрите, мы здесь заводим треды, мы заводим аккумуляторы сразу же выровненные по 128, все как нужно для этого мака. Дальше мы бежим по количеству тредов и высчитываем начало и конец чанка, который будет читать каждый тред, и запускаем тред. Ну и вот здесь мы все джойним, это будет быстро. Каждый тред выполняет вот эту функцию worker fn, которая делает вот такое сложение. Смотрите, выглядит грязно. Да, это выглядит именно так, как оно выглядит. Не очень. Ну и так же, как во всех других языках, у нас здесь есть функция bench. Мы 500 раз запускаем функцию параллель sum. Каждый раз засекаем время ее выполнения и складываем в массив времен выполнения. Дальше с этим массивом мы его сортируем, вычисляем среднее и медианное значение и выводим на печать. Так будет точнее. В Zig нет встроенной функции суммирования для массива, поэтому вот приходится даже, чтобы f64 просуммировать, написать снизу функцию суммы f64. Все то же самое. Окей. Я думаю, должны были быть дженерики, но что-то я не стал в них погружаться, видимо, потому что не очень хочется пока что. Zig, давай-ка прогрессируй, и тогда посмотрим. Ну нет, Zig, если ты сегодня всех побеждаешь, то окей, будем с тобой разбираться. А пока давайте посмотрим другие языки. Коллеги, я напоминаю, что я завел телеграм-канал и Boosty. Подписывайтесь и в телеграме, и в Boosty, и по возможности поддержите развитие канала в Boosty. Это очень сильно бустанет канал. Спасибо. Вот это код на Go. На Гошке здесь все очень классический для Go пример. Кстати, этот пример нам скинули в телеграм-группе, и он очень быстрый. Автор скидывал, и там даже привел примеры, что этот код побеждает все языки на свете, и даже, сами знаете, какой язык, и, побеждает все языки на свете. Но окей, давайте проверим. Что мы тут видим? Ну, смотрите, мы заводим wait-группу, это классика для Гошки. Дальше мы тут запускаем гарутины, бла-бла-бла, все делаем, высчитываем. Но самое, что интересное, я сказал, что в Zig грязь. Нет, грязь вот здесь. Смотрите, что же это за грязь? Это ассемблер, господи. Автор написал ассемблерные вставки прямо в Гошку, чтобы это было быстро. И это будет быстро. И кажется, теперь у Гошки есть все шансы победить. У Гошки. Вы понимаете, это очень странно. Здесь используется неон. Давайте быстренько глянем на этот ассемблерный код. Вот мы заводим аккумуляторы, вот мы загружаем в них сразу по 16 байт. Это быстро. И дальше мы складываем, и все, бла-бла-бла. И там подводим скалярно, складываем, когда нужно досчитать элементы. Но в нашем случае это не понадобится, потому что 200 миллионов элементов очень хорошо ложится по векторам. Ну и получается, это читерство. Гошка использует читы. И посмотрим, сможет ли он с этими читами победить. А теперь идемте дальше. А вот это C-Sharp. В первой части нашей битвы, где участвовал C-Sharp, я скомпилировал его совершенно неправильно. Не использовал ahead of time компиляцию. В следующей части я также скомпилировал C-Sharp неправильно. Просто я делаю это специально, чтобы немного порадовать вас, шарпистов. Ведь вам это нравится, когда я его компилирую неправильно, и потом он проигрывает. Окей?
Ну ладно, я шучу. Естественно, я сделал это специально, просто проверял, увидите вы или нет. В этот раз мы точно его скомпилируем. Смотрите, он по-прежнему очень блейзинговый. Тут у нас есть треды, тут у нас есть бла-бла-бла. Все есть, все считается, все очень быстро. В этот раз мы его компилируем вот так. .NET, Publish, Release, ось X, ARM64, бла-бла-бла, Publish, Ahead of Time, True. Поехали. Что происходит? Средства NET собирают данные об использовании для повышения... В смысле собирают данные? Данные собираются корпорацией Microsoft и предоставляются обществу. Вы можете отключить отправку данных, установив значение 1 переменной .NET. Ctrl-C, Ctrl-C. Кстати, Гошка тоже собирает данные. Сколько это будет длиться? Сколько это будет? Они что, все данные уже собрали у меня с компьютера? Вот эти вот, корпорация Microsoft. Ну, с другой стороны, у меня копилот работает от Microsoft. Но с третьей стороны, я уже хочу его отключить, он меня достал, потому что эти подсказки от AI просто уже выбешивают, он тупой. Как и все AI, они все тупые. 55 секунд, да вы что? Сколько оно может компилироваться? 60 секунд. И если после этого оно займет не первое место, я уже тогда не знаю, что может вообще помочь этому .NET. Версия, между прочим, вас приветствует. .NET 9.0 факториал. Вот так вот. Да 78 секунд, вы что, издеваетесь? Вы что, издеваетесь? 88, 89, 90! 90 секунд. Это на компиляцию, что ли, программы для сложения чисел? Ну, это очень круто, это очень круто. 100 секунд, 102, 103, 104. Ну, давайте просто тогда уже считать, сколько секунд это займет. 110, 111, 12, 13, 14, 15, 19, 20. 21, 22. О, господи, смотрите, Кори оно второй раз пошло. Вы что, гоните? Оно второй раз. 100. Сборка успешно выполнена через 127 секунд. 127 секунд, шарписты. Это в 2 раза дольше, чем раз. Ну ладно, не в 2 раза. Это примерно как раз-то. Это раз с утра на завтрак. Я шучу, раз собирается за 0 секунд. Давайте еще раз ради науки соберем, но только в этот раз выключим отправку статистики. Неужели это так плохо? 0. Нам нужно перейти сюда и вставить. Мы установили переменную .NET CLI Telemetry Opt-out 1, чтобы не отправлять статистику в Microsoft. Давайте посмотрим, сколько теперь будет занимать компиляция. 1 секунда. Серьезно? Ну-ка, подождите. А если мы попробуем еще раз? Вот так вот. Тоже 1 секунда будет? 1 секунда. Получается, первая компиляция 121 секунда. Это ужасающе. Это ужасающе. Давайте снесем всю директорию bin и посмотрим, сколько занимает компиляция. Сколько же она занимает? Окей, .NET. 1,5 секунды. Без отправки телеметрии это занимает 1,5 секунды. Ну ладно, будем считать, что Microsoft уже всю телеметрию собрал и отправил сообществу. Ну, спасибо, что он пошарил. Так. Нет, я понимаю, по дефолту оно было бы выключено, но оно же включено, и он такой говорит, если хочешь, выключи. А может, я нажал компиляцию и ушел. И что тогда? Мне тогда что? И потом, а я, может, не хочу делиться этим фигней с этой фигней. Я же не знаю, что это .NET выкачивать, тем более, чтобы его установить, мне пришлось судо сделать. Это вообще нормально? Нет, это вообще жесть. Больше я не буду писать на шарпах. И вообще я сейчас снесу этот компилятор. Вообще полный отстой. А теперь давайте посмотрим на наш код на питоне. И в отличие от Гошки, я напоминаю, это не читерство. Это Гошка читерит со своим ассемблером. А питон, ну, тут все понятно. Питону без ситона, к сожалению, просто не выжить. Поэтому это не чит, это средство для выживания. Итак, это ситон. Мы тут объявляем парочку типов, которые будем использовать. И вот наша функция neon_sum. Тут, в принципе, все то же самое, как и мы с вами любим. Мы заводим аккумуляторы, мы в них все складываем, мы все из них горизонтально вычисляем и досчитываем. И, конечно же, это работает очень быстро. Но достаточно ли быстро, чтобы победить в нашем состязании? Сегодня выясним. Итак, загадка. Отгадайте язык, который запущен на 3 миллиардах устройств во всем мире. И да, это Java. Java, добро пожаловать в наше состязание. Так как я не использую Java, а использую только Rust и Гошанский, то вот такая функция у меня получилась. И она выглядит
очень божественно. Смотрите, Array Stream параллель Zoom. Это практически как в Rust. И это будет быстро. Когда кто-то говорит вслух, что Java работает очень быстро, он всегда добавляет Stream API. И вот это и есть использование Stream API. Вот этот Array Stream создает стрим интов, который сразу распараллеливается по всем ядрам компьютера и суммируется. Господи, как же это божественно выглядит. Это просто круто. Интересно, как это работает. Наверняка быстро. Но, кстати, эта функция могла бы быть еще быстрее, если бы мы скомпилировали ее на Graal VM в нативный бинарь. А если бы мы ее скомпилировали в нативный бинарь и при этом отключили все garbage коллекторы, это было бы ужасающе быстро. Но, к сожалению, у меня не получилось установить Graal VM на этот Mac по той причине, что я не стал даже этого делать. Коллеги, что за жесть? Зачем мне устанавливать Graal VM? Поэтому Java будет запускаться именно так, под Java. Наверняка у него было бы в 10 раз больше шансов, если бы это был Graal VM, но, скорее всего, нет. Ведь Graal VM не ускоряет Java, а просто делает ее бинарником, нативным, без всяких Java. А может быть и ускоряет, кто же его знает. Но если хотите, мы проверим, конечно же, но не сегодня. Ну и еще, смотрите, кое-что. В Java нужно писать класс и в нем внутри писать код. В C# мы с вами только что смотрели код, там тоже класс, и тоже внутри пишем код. Что же это? Это совпадение. А теперь давайте посмотрим другие языки. Archang, Map, Collect, Integer, Map, Sum. Это будет быстро. Это будет очень быстро. Это будет невероятно быстро. А теперь давайте прочитаем код на Rust так, как задумывали это его разработчики. Смотрите, Archangs. Это читается как «невероятно быстро разбей массив на чанки». Вот эта строчка map читается как «экстремально быстро выполни над каждым чанком данную функцию». В нашем примере это замыкание, которое выполняет thread spawn, в котором в каждом thread выполняется chunk iter sum. Это быстро. Дальше collect и iter. Это читается как «молниеносно сделай из этого итератор». Дальше идет map, и мы знаем, как читается map. Map читается как «экстремально быстро объедини все потоки и вытащи из каждого результат». И дальше идет sum, который читается как «сделай это blazing». Как вы понимаете, это уже не просто код, это симфония. Симфония параллелизма. Это экстремально быстрый параллельный код. Rust — это язык, который не спрашивает вас, выполнять программу быстро или очень быстро. Rust делает это. Ну что ж, давайте запустим и выясним, какой же язык самый быстрый. Я напоминаю, как мы проводим измерения. Мы запускаем каждую функцию 500 раз и выводим среднее и медианное значение времени работы этой функции. Функция bench есть в каждом языке программирования, поэтому мы сейчас увидим, какой же язык самый быстрый. И давайте начнем с C. VS CMT, что значит VexSum для языка C multithread. Поехали. Также я напоминаю, что сейчас идет запись OBS, и поэтому все результаты будут чуть медленнее. Но я также сделаю результаты и без OBS. Итак, смотрите, медианное время 9,662. Это быстро. Давайте запустим. Следующий язык это будет C#. Я напоминаю, что C# я скомпилировал в режиме AOT и под архитектуру ARM. В этот раз он должен быть быстрым. В прошлый раз он работал в 2 раза медленнее, чем C. C работал где-то 9, а C# работал 20. Посмотрим, сколько раз в этот раз будет, когда он скомпилирован правильно. Поехали. Ну давай, C#, занимай первое место, ведь ты компилировался целых 127 секунд. Это ужасно. Но нет, 11,2 миллисекунды. Это на целых 1,5 миллисекунды медленнее, чем C. И, кажется, не помогла ему компиляция. Но, тем не менее, это все равно очень быстро, потому что в C# мы не использовали никакие ассемблерные вставки, а просто он так работает из коробки. Это неплохой результат. Давайте теперь запустим Swift. И Swift играет на своей территории, ведь Swift написан Apple и запускается сейчас на компьютере Apple. Кажется, у него есть преимущество. Интересно, победит ли он? Давайте посмотрим. Итак, Swift, что же ты нам покажешь? Какой результат? 10. Нет, это медленно. C быстрее. К сожалению, Swift, ты тоже быстрый. Ты быстрее, чем C#, но ты недостаточно быстрый. Следующим запускаем Python.
Python использует Cython. Соответственно, там та же самая компиляция, что и в C через шланг, но посмотрим, что будет быстрее. Поехали. Сможет ли Python быстрее сработать, чем C? Потому что в Python там OpenMP, кажется, через этот PRange 9612, 9662. Что же такое происходит? Python очень быстро. Ну, в общем-то, это нам показывает, что Cython работает на уровне C. И это быстро. Соответственно, если мы хотим заблейзить программу на Python, мы обязаны писать ее на Cython. Ну а теперь давайте запустим Java. Java запускается вот так вот, насколько я понял, но это не точно, ну давайте проверим. Во-первых, у Java есть, конечно же, GraalVM, который мы не будем сегодня использовать, но тем не менее мы запустим ее вот так. Давайте посмотрим, сколько времени будет она работать. Ну давай, Java, используй все свои Stream API и напрягись и побеждай всех. Давай. 16 миллисекунд. 16 миллисекунд. Это невероятно быстро, учитывая, что там не было никаких ассемблерных вставок и ничего, никакой C-Java там не было. Это чистая Java, и она работает очень быстро. Очень быстро. И это хороший результат. Ну дальше давайте запустим Go. Go у нас использует ассемблерные вставки, и казалось бы, это не совсем чистый Go, но тем не менее давайте посмотрим, можно ли заблейзить программу на Go, используя ассемблерные вставки. VS Gopher. Давай, Gopher. Жми, пожалуйста. Зажимай первое место или какое ты там хочешь занять. 9,4, Gopher, ты, наверное, хочешь... Что ты хочешь, Gopher? Это ужасно, это заявка на первое место, и кажется, что Rust обязан его победить. Так, кто там у нас остался? У нас остался Rust и Zeek, и это два монстра, которые хотят уничтожить вот этот результат, и давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. VS RS MT. Rust — это наш парень. Давай, поехали. Ну давай, Rust, давай, поднажми, пожалуйста. Покажи Гоферу, кто здесь батя. Ну тут без комментариев, коллеги, тут просто без комментариев. Смотрите, 9 миллисекунд. 9 миллисекунд. Это, во-первых, ужасающе быстро, и во-вторых, это ужасающе быстро. Если у Гофера было 9,4, то здесь 9,0. Понимаете, что Rust непобедим. Но, тем не менее, у нас есть еще Zeek. И давайте посмотрим, интрига сохраняется или же нет. Ну, мы на самом деле с вами знаем, кто уже победил. Еще до начала этого видео было понятно, кто победил. Ну, давайте запустим Zeek. VS Zeek MT. Поехали. Ну, давай Зигяра. Как его вообще называть? Zeek. 9,7. Но это даже медленнее, чем Python. Zeek, ну извини, пожалуйста, ну давайте дадим Зигу второй шанс. Неужели он настолько не справляется с задачей? 9,9. Ладно, вот этот результат засчитаем. Зигу это какое-то там предпоследнее место. Я надеюсь, тут понятно, что Rust невероятно быстрый язык, а все остальные языки, как обычно, ужасающе медленные. Соответственно, если мы хотим писать какую-то программу, мы обязаны взять Rust. И тогда эта программа будет работать невероятно быстро. А это именно та цель, которую мы должны добиваться. Мы должны делать так, чтобы программы работали невероятно быстро. Ну что ж, вот результаты без OBS. Смотрите, C 7 и 184, C-Sharp 7,8. Это очень быстро, это практически рядом с Сями. Это очень быстро, я напоминаю, это из коробки. Окей. Swift тоже из коробки, и он побеждает 7.08. Но он играет на домашней территории, он запущен на компьютере Apple, и это очень крутой результат. Дальше у нас идет Python 7.2, и это предпоследнее место, но тем не менее он очень быстрый. Но это Cython. Дальше идет Java, ну смотрите, 10 миллисекунд. 10 миллисекунд на Java, хотя на C это 7 миллисекунд. Это ужасающе быстро, и я напоминаю, что мы не использовали GraalVM. Ну дальше у нас идет Gopher 7.0.
707. Это что, агент 007? Нет, это не он. Это 707. Это очень быстрый результат, но здесь мы использовали ассемблерную вставку на гофере, поэтому гофер сам по себе не такой быстрый, но он очень хорошо блейзится. Он очень хорошо блейзится. Ну, дальше у нас бесконечный победитель 6,8. Ну, я не знаю, как у него это получается. Он просто блейзится всегда и всем. Смотрите, 6,8. 6,8 Rust. Соответственно, мы видим, что есть только один язык, который работает быстро, и есть куча языков, которые работают медленно. Rust — это Blazing. Ну и дальше у нас опять Zig, получается 7.0.1. 7.0.1, а у гофера 7.0.7. Ну, получается, первое место — это Rust. 10-е место — это Zig. 11 место — это гофер. 12 место — это Swift. 13 это C. Потом 14 это C-Sharp. И 15 это Java. Таким образом, делаем выводы, пишем на Расте. Всем пока. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Телеграме и подписывайтесь в Бусти. Увидимся в следующий раз. Пока. Ну и да, кто не подписался на Телеграм, кто не подписался в Бусти и кто не задонатил в Бусти, ну вы же понимаете, что вы уже не блейзинг. Так что давайте-ка, ребята, будем блейзингами. Подписываемся.